в одной беседе я зачитал рэп, вот, небезызвестных талантливых артистов. И ты знаешь, что в момент у меня появилось очень много поклонников, вот, все постоянно мне М. пишут, вот, что Саш, давай там, пора уже как-то двигать твою карьеру в гору. Вот, я решил немножечко модернизировать, вот, потому что в прошлый раз у меня получилась больше такая песня, вот, помимо поклонников появилось еще больше людей, которые написали мне больше никогда так не делай, вот, поэтому я сегодня решил прям попробовать в стиле рэп зачитать. Ты как, Давай, давай, давай. здраво оценить сможешь, да? Я вообще считаю, что тебе надо вот после того первого выступления уже выпускать сингл. Отлично. Так, все будет хорошо и тут, и там. Верен будь себе, своим мечтам. Чтобы лучше стать и многое понять, все пройдет, и я смогу тебя обнять. Йо-йо-йо-йо-йо. Слушай, а слова ты менял или то же самое? Нет, слова те же самые. А, Но, я ты понял. знаешь, в процессе работы я понял, что у меня лучше получается казах стайл. Сейчас я тебе продемонстрирую. А, Барамын куип, уйден безип, шиким каледик, шеке зип, жирмен баралмай, жанин жете алмай, отырмын уйде, инсал ипжаны май. слушай, на казахском намного круче. Да, я вот тоже согласен. Тамаша. На казахском очень тамаша. Супер, супер. Ну все, теперь я понял, в каком направлении мне двигаться дальше. Спасибо. Ладно, слушай, на самом деле, все-таки, может быть, мы передачу начнем, да? Да, Как ты считаешь? абсолютно верно. Поэтому здравствуйте, дорогие друзья, те, кто уже за нами подглядывает эти несколько минут. Вот, спасибо, что Стой, а сегодня собрались. это что все, это что все попало в эфир? Тогда Ты как? меня не предупредил. Ладно. Ой. Хочу поприветствовать всех друзей канала Алга Петербург. Сегодня у нас действительно праздничный выпуск. Связан он с тем, что впереди нас ждет праздник Великой Победы, который отмечает огромная часть мира. Поэтому, пользуясь случаем, Вань, хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны и всех тех людей, которые хранят в памяти это событие. Правильно, нужно поздравить всех, и, кстати, не только тех, кто принимал участие, и тех, кто родственники, чьи родственники тоже принимали участие. А мне кажется, что весь мир надо поздравить с этим праздником, и он каждый год должен напоминать о том, что все-таки люди должны жить в мире, и нету поводов для разборок между странами. Поэтому я думаю, что это прекрасное начало нашей сегодняшней беседы, а дальше перейдем к обсуждению самых важных новостей прошедшей недели. И, Вань, хочу начать с новости, которая меня действительно поразила до глубины души. Я, оказывается, узнал, что теперь в мире существует сорт ириса Димаш. Представляешь? Саша, я вот этому вообще не удивлен, потому что с учетом того, что ты сейчас живешь в Карелии и очень плотно к земле, как бы, я думаю, что для тебя вот ты как будто, я думаю, что ты очень ждал этой новости, потому что все-таки в мае я слышал, цветы как раз сажают. Я был просто, Вань, в шоке, когда увидел, во-первых, эти цветы и узнал, оказывается, что есть люди, для которых это такая серьезная профессия, и они настолько сильно вдохновились творчеством, что выявили селекционно такой потрясающий шедевр. Два цветка уже существует, это Димаш и Дайдидао в честь известной песни. Поэтому Алла Михайловна зовут селекционера, поэтому хочу вот лично выразить просто признательность за такой шедевр. Я вот посмотрел твою передачу, и мне очень понравилось, что теперь вот на участке, получается, у семьи Айтбаевых, да, Да. у них такая возможность выйти и посмотреть вот этот цветок Димаш, вот этот цветок Дэйди Дау. Это очень круто, конечно. Вот действительно есть новости, которые просто вот взрывают тем, что вот вроде бы уже видел и знаешь, кажется, многое. Но вот каждый раз мир дерз удивляет вот просто своей изобретательностью, своей находчивостью и вообще талантом людей, которые существуют в этом мире. Это очень здорово. Да, а следить за этим, кстати, вы можете с помощью нашего великолепного новостного отдела. И каждый день вы можете видеть на нашем канале свежие новости. И это кроме великолепных передач, кстати, да, которые тоже выходят у нас. И вот хочу тоже поделиться еще одной интересной новостью, передачей. Это то, что
казахстанцы восхищаются Димашем Кудайбергеном. Это непосредственно творческие люди, которые следят, которые очень сильно гордятся своим соотечественником и действительно искренне переживают за то, чтобы у Димаша все было хорошо и, самое главное, не стесняясь, выражают свои чувства. Потому что, согласись, для многих звезд, во всяком случае тех, которых мы знаем, они вот, скрипя душой, делают некоторые признания, вот, а тут все очень искренне и по-душевному. Да, кстати, друзья, тоже очень интересная передача. Обязательно мы, наверное, разместим ссылки в описании и будут появляться еще вот здесь, вон там, где Саша. Подсказки. Подсказки, можно будет тоже на них нажать и перейти, посмотреть. Кто еще не посмотрел? Я уверен, что таких очень мало, но еще есть. Также хочу сказать о том, что Илья Авербух, выдающийся фигурист, тренер, также рассказал о своем и знакомстве с творчеством Димаша, и о своем сотрудничестве, которое случилось на ВТБ-арене, когда шла подготовка к юбилею Игоря Яковлевича Крутого. И Илья Авербух сказал, что песни Димаша Кудайбергена и вообще его творчество прям очень серьезно претендуют на то, чтобы часто его использовать как раз вот в спортивных таких программах, которые делают, я так понимаю, и фигуристы, и другие спортсмены. И мы уже, кстати, были свидетелями неоднократно того, что многие спортивные команды берут вот в качестве, опять-таки, вдохновляющей темы музыку Димаша. Слушай, вот ты сейчас сказал про одного известного москвича, вот Илья Вербух, он же, наверное, москвич. Я вот хотел сразу перейти вот тему к человеку, который точно так же уважает и ценит творчество Димаша. Этот человек тоже был на ледовом шоу, и этот человек тоже москвичка. Точнее, этот человек тоже живет в Москве, но это москвичка. Я понял, о ком ты. Это про нашего замечательного народного эксперта, которая взрывает интернет своими выпусками, Людмила Владимировна Мамызина. Да, о ней идет разговор. Да, я бы хотел, чтобы ты чуть-чуть рассказал про великолепную передачу, которая вышла, получается, тоже буквально на днях, про Майкла Джексона и про Димаша, и про то, чем же они связаны. Слушай, я вообще восхищаюсь Людмилой Владимировной. Почему? Потому что она каждый раз вот достает, знаешь, из своего волшебного сундучка какие-то интересные факты, такую информацию, которую вот я даже вот не встречал на просторах интернета. Поэтому Людмила Владимировна — это вот по праву народный эксперт, которому есть чем нас удивить. Поэтому я никогда не пропускаю ее выпуски, и тебе, Вань, советую. Да, я стараюсь все выпуски смотреть еще до того, как они появляются в эфире. Вот, в принципе, так же, как и твою передачу, значит, где ты делаешь реакцию на, еще очередную реакцию на Made in KZ. Да, кстати, многие задаются вопросом, постоянно пишут в комментариях, с чего это вы вдруг увлеклись вообще, во-первых, этой группой, вот, но, я так понимаю, это новички, которые невнимательно посмотрели наш канал, потому что мы вообще уже давно изучаем культуру Казахстана, вот, и совсем недавно мы затронули такую очень важную тему для Казахстана, это национальный инструмент домбра. И теперь, вот, после того, как мы начали эту тему освещать, как раз и появилась замечательная группа Made in KZ, которая очень сильно и очень Саша, грамотно... откройте секрет, они, кажется, уже были. Они, кажется, уже были в интернете. Нет, разумеется. Ну, в нашей жизни, да? В нашей жизни, да, конечно, мы уже давно ее слушаем. И вот они как раз очень мастерски используют этот инструмент в своем творчестве. И я подумал, почему бы не совместить приятно с полезным музыку, творчество и историю. Потому что так процесс обучения и процесс познания происходит намного легче. И вот, я, кстати, не называю это даже уже реакцией. Мы с друзьями тихо, уютно собираемся и слушаем хорошие песни вот, в исполнении этой группы. А делаем мы это для чего? Для того, чтобы вообще весь мир познакомить с культурой Казахстана, потому что Димаш — это международный певец, его смотрят во всем мире, им восхищаются во всем мире, и уже давно многие иностранцы уже и учат казахский язык, и самое главное, они пишут и хотят узнать больше, больше и больше. Ну а мы помогаем им в этом. Да, я с тобой согласен, очень важно людям рассказать, что за страна такая Казахстан. Вот ты много знал про Казахстан до того, как познакомился с Димашем? Мне стыдно, я вообще плохо знал эту страну и даже не догадывался о том, вообще какой это культурный вообще центр на сегодняшний день мира.
Да, да. Я вот знал, что туда из московского «Спартака» перешли футболисты и играли там. И то, что Аршавин в Кайрате, вот это были мои познания про Казахстан. Вообще, знаешь, что я хочу вот добавить к этой теме? Значит, ну, нас же спрашивают иногда, вот почему вы, друзья, показываете Казахстан, Мгм. а иногда показываете другие страны. Но Да, при да. этом поет Димаш. А здесь тоже таким, это же очень важно, потому что мы таким образом можем получается, показать, как голос Димаша ложится на совершенно разные культуры мира. И на мексиканскую у нас был прекрасный клип, и Германия, Франция, практически любая страна, да, и получается, Мгм. что Димаш, он такой Димаш Канатович, он такой международный, ну вот, как сказал Асхат Маемиров, золотой мост между, ну, он говорил, правда, Европой и Азией, правильно? Да. А мы дополнили и сказали, что это международный, между всеми странами, между всеми материками. Вань, приятно было, что раньше мы могли отслеживать вот эту ситуацию по комментариям, да, на скольких языках нам писали комментарии, то теперь у нас же появилась еще новая рубрика «Димаш на карантине». И вот как раз сейчас люди со всего света присылают нам видео вида из окна под любимые песни Димаша Кудайбергена. Потрясающая просто рубрика, которая набирает прямо обороты. Кто не видел, обязательно посмотрите «Димаш на карантине». И единственная у меня просьба к тем друзьям, которые до сих пор продолжают нам посылать эти видео. Разумеется, будет и следующая серия, только, пожалуйста, снимайте на телефон не вертикально, как многие делают, а разворачивайте, пожалуйста, телефон горизонтально. Я бы вам показал, но мой аппарат сейчас снимает. Вот, Саша, ты поэтому... раскрыл секрет просто сейчас создания большинства наших фильмов. Как работает YouTube. Да-да-да. Вот, поэтому... Ну ладно. Мы же обещали, что мы всех научим открывать каналы. Вот, друзья, снимайте вот так вот. Да. И я говорю, что очень много стран, причем если первый выпуск у нас был преимущественно это Россия и Казахстан, вот, то сейчас другие уже выпуски, там уже просто география намного шире стала. Кстати, знаешь, что еще здесь нужно сказать? То, что наши вот передачи, в которых Димаш поет, а показываем мы, например, ну вот скажи любую страну. Вот Япония, ты говоришь. Германия. И показываем, например, Японию, да, вот как в клипе Карагэмай, который недавно мы достали из архива, нашли. Значит, здесь очень важно, что мы хотим, чтобы уважаемые друзья наши японцы, они тоже услышали, получается, посмотрели и на свою страну со стороны, и услышали голос Димаша. И таким образом, когда мы делаем вот эти ролики, мы их делаем специально для каждой страны. И у нас такая была подборка. Надеюсь, что когда-нибудь мы снова сможем их посмотреть. Шансы есть, кстати. Уже времени остается все меньше и меньше. Вот, есть шансы. Кстати, я тебе хочу сказать, что мы вот сейчас говорим о выпусках, которые у нас были. Я тебе могу сказать, что у нас еще 2 музыкальных выпуска появилось с реакциями. Это Your Love и Карагэмай. И про Карагэмай я хочу тебе сказать, хотя, знаешь как, вот сейчас Хамзе, наверное, напишет сообщение, скажет: Ваня, И ну что кайф, ты? да? Да, ну что ты? Надо же говорить Карагэмай. Вот. Ага. Поэтому, друзья, вот комментарий нам написали к ролику Карагэмай и написали, Алмаз Албакиров написал: песня, о, было бы супер, если бы он пел эту песню на своих концертах. Кто за? И знаешь, что я подумал? Мне бы тоже хотелось, чтобы он Карагэмай исполнял на концертах и вот добавил в плейлист. Но я, насколько помню, концерт и так длится 2 часа, и там больше, ну, не все песни исполняются, которые хотелось бы. Ты, Вань, хорошую тему затронул, потому что я думаю, что мы можем вообще этому явлению песенному помочь. Почему? Потому что кто внимательно смотрит наши выпуски, он следит, что у нас проходил конкурс. Он у нас должен был быть идти неделю, мы растянули его специально на 2, чтобы немножечко людей, как сказать, подтянуть Саша, в он это закончился голосование. же, да? Да, конкурс закончился 7 мая, мы остановили голосование, и сейчас я прям готов подвести итоги и результаты этого конкурса. Суть была предельно проста. Нужно было в комментариях написать 3 любимые композиции. Какая песня у вас любимая под номером 1, под номером 2 и под номером 3. Голосование шло как под нашими выпусками на YouTube, также в Инстаграме шло голосование, и я знаю, на WhatsApp приходили сообщения, да, Вань? Да, Который мы да. все вместе суммировали, и у меня есть рейтинг 10
песен, которые у нас на сегодняшний день являются очень актуальными и самыми прослушиваемыми. Как ты думаешь, 10 место кто у нас занял? 10 место... Стой, подожди, я не хочу с 10 места начинать. Я хочу с первого. С первого места. Нет, мы пойдем Ладно. как во всех Хорошо, тогда рейтингах. я не могу выбрать 10 место. Давай я быстро пробегусь, чтобы время зря не отнимать. Значит, 11 и 10 место разделили две композиции. Это «Мадемуазель Хайд» и «Олимпика». Вообще несправедливо, я считаю. 9 место «Самалтау». 8 «Любовь, похожая на сон». 7 «Карагым Ай». 6 «Знай». 5 «Дайди Дао». 4 «Махаббат Бермаган». 3 «Сос». 2 «Умытылмас Кун». И 1 место «Война и мир». Вот такой рейтинг сделали, между прочим, вы, друзья. Спасибо тем, кто проголосовал, кто все-таки смог выбрать ту любимую единственную композицию. На сегодняшний день подчеркиваю, потому что я уверен, что вкусы так или иначе у нас меняются. Так вот, для чего мы придумали это голосование? Потому что, возможно, если мы будем делать такие голосования периодически, то к концу года мы можем выявить топ песен, которые уж очень нравятся поклонникам творчества Димаша. Возможно, он прислушается к этому рейтингу, и те песни, которых не достают в репертуаре концертном, он их обязательно подключит. Ты имеешь в виду Димаш Канатович? Да, например, ты хочешь, чтобы «Карагым Ай», а как он узнает о том, что эта песня так нравится людям? Вот благодаря такому соцопросу. Да, Саш, правильно. Я думаю, что вот такой вот рейтинг, он очень сильно нужен. Если мы статистику соберем, и если мы каждый месяц, например, будем собирать и показывать результаты, и вдруг кто-нибудь из команды Димаш Али увидит, и тогда есть шанс, что вот те песни, которые больше всего нравятся, они как раз и будут попадать, получается, в список песен для концертов. Да, только тогда я предлагаю, чтобы, ну, вот кому-то, например, вообще не знает, как WhatsApp сделать, да, Вань? Кому-то в Instagram не может зарегистрироваться. Может, тогда подключим все-таки, как все нормальные конкурсы делают, SMS-голосование тоже? Не, СМС у нас не будет, а то вдруг у нас в итоге года Микела Абрамова на первом месте окажется. Тогда оставляем все как есть, да? Пусть пишут в комментариях под этим видео. Комментарии, WhatsApp и Instagram можете отправлять нам, и мы обязательно ваши голоса зачтем. Вот. Да, будет очень интересно понять результаты в конце следующего месяца. Сможет ли песня «Умытылмас Кун» выйти на 1 место? Сможет ли песня «Олимпика» выйти на 1 место? А вот это большой вопрос. Да, или, может быть, у нас появится в нашем чарте появится какой-то новый Хит за хит. этот месяц. Да, над которым сейчас работает Димаш Канатович. Друзья, это становится интересным, и поэтому продолжайте следить за нашими выпусками, и увидимся с вами завтра в наших передачах. Всем пока!